Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. В этом видео обсудим с вами рассекреченные данные автоматонов о загадочном судне 2.0, полученные по результатам нашей победы в рамках главного приказа. Свежие комментарии гендиректора студии Arrowhead по поводу разделения игры на два клиента, улучшения производительности в следующем патче, будущего поста с новой порцией важной информации в блоге разработчиков, а также другие не менее интересные темы. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, начнем сразу же после короткой, но полезной рекомендации. Десантник все еще в поисках игровых новинок по выгодным ценам? Рекомендую попробовать удобный и проверенный сервис PlayRock. Здесь же можно приобрести игровую валюту, скины или другие игровые ништяки по действительно привлекательным ценам. Кроме того, на PlayRock появилась возможность пополнить свой кошелек Steam с самой низкой комиссией на рынке без всяких промокодов, всего 9%. Самые вкусные скидки выделены ярким зеленым ценником. Находим такой товар и используем идеальный момент. А благодаря удобным фильтрам в поиске найти выгодное предложение стало намного проще. Оформить покупку можно всего лишь за пару кликов. Выбираем удобный способ оплаты и помним, что это абсолютно безопасно, ведь все сделки защищены гарантией PlayRock. Продавец сможет получить оплату только после вашего подтверждения. Буквально через несколько минут получаем свой товар и радуемся выгодной покупке. Заходите на PlayRock по ссылке в описании, покупайте Helldivers 2, собирайте команду друзей и участвуйте в битвах против автоматонов, жуков и иллюминатов. Во имя Суперземли. После публикации первого подробного сообщения от технической команды касательно уменьшения размеров игры и апгрейда движка, его, кстати, я подробно разбирал в своем прошлом ролике, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Главный исполнительный директор студии Arrowhead Шамс Джорджани вновь провел небольшую сессию ответов на вопросы адско-десантного сообщества. Однако перед этим он сообщил, что подобного рода посты, так сказать, из-за кулис разработки будут выходить чаще. Надеемся, вам понравился первый за долгое время пост в нашем блоге разработчиков. Будем стараться публиковать такие посты чаще. В свою очередь, комьюнити-менеджер Баскинатор провела опрос среди хеллдайверов в официальном дискорде игры на тему следующей новости в блоге. По итогам этого, несомненно, самого демократичного голосования победил вариант игрового движка, а значит, уже в следующем сообщении в блоге мы чуть получше узнаем об этом настоящем камне преткновения во многих вопросах, связанных с игрой. Но пока непонятно, когда именно стоит ждать данную информацию. Я не знаю, есть ли официальный график, но посты будут выходить чаще, так мы сказали. В тему обсуждения большого веса файлов игры, о котором не так давно писали разработчики, некоторые из вас в комментариях под прошлым видео резонно подметили. Из-за того, что игра занимает целых 150 гигабайт места на диске, ее не всегда получается установить на SSD малого объема. По итогу приходится пользоваться обычными старенькими HDD. Господин Джорджани признал наличие такой проблемы и сообщил, что разработчики будут рассматривать варианты на будущее, а именно переход игроков на SSD. Также SEO прокомментировал вариант с разделением клиентов игры на более компактный для SSD и более объемный, но оптимизированный для HDD. Это одно из решений, которое мы рассматриваем. А вот утверждение о том, что никто не пользуется старыми жесткими дисками для установки игры и их в принципе стоит игнорировать, Шамс не поддержал. Нет, мы обязательно уменьшим размер файлов. Вопрос в том, как лучше всего это сделать и каковы будут последствия. Не сказал бы, что прям никто не пользуется HDD в современных реалиях, потому как даже по данным Arrowheadовцев 12% игроков на ПК все еще запускают игру с обычных механических жестких дисков. Самый простой, но необдуманный вариант – тупо забить на игроков с HDD, удалить дубликаты файлов, тем самым ужать игру и изменить системные требования, указав только SSD, Шамс прокомментировал так: изменение системных требований после релиза возможно, но не стоит делать это бездумно, поэтому мы изучаем возможные варианты. Такой радикальный шаг с изменением основной и важнейшей информации об игре в одностороннем порядке уже после ее выхода как минимум может привести к ущербу для репутации студии, а как мы знаем, о ней Arrowheadовцы переживают, всегда общаются и идут на контакт с сообществом, лишь бы не было нового ревью-бомбинга. Плюсом может появиться энная часть весьма недовольных игроков, которые потребуют возврат денег и в целом будут правы в такой ситуации. Конечно же, руководство студии все это понимает и не спешит в своих действиях, о чем и ответил Джорджани.
По поводу уже в большей степени заезженной и безусловно наболевшей темы улучшения оптимизации и быстродействия игры, Шамс в очередной раз пообещал, что команда все исправит, но для этого потребуется время. Исправление требует много времени, но надеюсь, вы почувствуете некоторые улучшения в следующем обновлении, а затем и в последующих. Также SEO напомнил о невозможности разработки 60-дневного патча в данной конкретной ситуации, по аналогии с прошлогодними изменениями баланса, которые в то время действительно спасли игру. Если бы у нас был вариант 60-дневного патча для исправления большинства проблем с производительностью, мы бы его использовали, но эти исправления будут постепенными и потребуют нескольких обновлений. Кроме того, гендиректор принял резонную претензию о том, что за техническим состоянием игры нужно было следить с самого ее релиза, и признал ошибку студии в этом плане. Да, и это наша ошибка, мы не уделяли этому достаточно внимания. Сейчас ситуация изменилась, меняется, но чтобы это стало ощутимо, нужно время. Самое болезненное в этом то, что нужно время, чтобы почувствовать результат, а мы, играющие в игру сегодня, хотим почувствовать улучшение уже сейчас. Кстати говоря, о следующем обновлении видео с подробным разбором изменений от разработчиков, по словам Шамса, уже на подходе. Напомню, что еще в начале октября SEO также сообщал, что данный ролик был уже записан. На этом с известиями от наших любимых шведских разработчиков пока что все. Далее поговорим о неожиданном повороте сюжета и секретных данных, которые были добыты в ходе выполнения прошлого главного приказа. Из 2 планет на выбор, как и ожидалось, мы успели освободить только Мэнкэнд, где, собственно, и был обнаружен ключ шифрования для базы данных одного из секретных проектов Судно 2.0. Предупреждаю, что следующая информация о противнике может быть крайне недемократичной. Судно 2.0 обозначено как космический корабль, который отправился с планеты Киберстан в 2180 году, примерно за 4 года до первоначальной атаки автоматонов. Груз и назначение этого рейса неизвестны, однако он значится как последний совершенный кораблем. Судно 2.0 упоминается с восхищением. Это свидетельствует о программировании автоматонов, которое позволяет им выражать почтение к нему. Также его называют их семенем или истоком. Похоже, что киборги, создатели нынешних автоматонов, заблаговременно покинули планету Киберстан, а именно свое место принудительной реабилитации после поражения в Первой Галактической, и улетели в неизвестном направлении еще до начала атаки ботов во Второй Галактической. Но в принципе им ничего не мешает вернуться, так сказать, на подмогу своим железнозадым отродьям. В сообществе уже давно ходят слухи и ведутся бурные дискуссии о возможности появления 4-й фракции. Одним из аргументов в пользу этого является данное, очевидно, пустое место на галактической карте. И даже если это случится и мы увидим принципиально новую фракцию в игре, на мой взгляд, самым логичным противником станут как раз таки те самые киборги из первой части серии. Да, их некоторые похожие юниты уже были введены в игру под знаменем автоматонов, но в целом есть и другие представители киборгов, которые еще могут увидеть свет. Кроме того, можно придумать и новые виды врагов, ведь, как утверждают разработчики, недостатка идей у них нет. Также в победном брифинге командование сообщает, что столицу автоматонов нам пока освободить не по силам. Киберстан находится глубоко в тылу врага и хорошо защищен. Его освобождение остается главной стратегической целью на фронте автоматонов. Текущие возможности не позволяют освободить его в краткосрочной перспективе, но со временем он будет освобожден, и секреты автоматонов будут раскрыты. От поворотов сюжета переходим к небольшим известиям от датамайнеров. Нелюбителям спойлеров, как всегда, рекомендую перейти на другой фрагмент этого видео. Проверенный сотрудник отдела файловой разведки с никнеймом Ironsides, к сожалению, вынужден сделать перерыв в своих публикациях. Как он сам сообщил на своей странице в бывшем твиттере, чем сильнее он погружался в изучение нереализованного контента, тем сложнее ему становилось быстро публиковать информацию и двигаться дальше. Из-за этого он намерен изменить свои приоритеты и, возможно, модернизировать свой информационный ресурс. К этому посту Ironsides прикрепил изображение нового, ранее неупомянутого юнита культа с энергетическим мили-оружием вместо правой руки и написал следующее. Культисты подвергаются довольно серьезному редизайну, не уверен, каков их статус на данный момент. Исходя из уже имеющегося списка видов культистов, можно с уверенностью сказать, что это не просто новый тип противников, а полноценная первая подфракция иллюминатов с более совершенным и смертоносным оружием, что несомненно сделает их намного более сложными для прохождения. На этом мы покидаем
Покидаем территорию датамайнинга и переходим к обзору товаров супермагазина и личному приказу на ближайшее время. Помимо 11 страниц постоянных предложений, первая страница ассортимента супермагазина была обновлена, и в ближайшие часы предлагается приобрести товары, связанные с прошлым боевым пропуском «Пограничное правосудие», легкую броню GS-11 «Посланник демократии» с пассивкой «Стрелок», забавную эмоцию «Стреляй», а также тематический плащ и карточку игрока. Личный приказ на ближайшие сутки – эвакуироваться, успешно выполнив задание на фронте автоматонов. Пробил час нашей постоянной рубрики «Комментарии подписчиков под прошлым видео». Открывает ее на сегодня сообщение от Лиз Дейл. Шутка дна. Разработчики Helldivers 2 постоянно говорят о своем техническом долге и стараются его погасить. В то время к Буянову уже давно стучатся технические коллекторы. Алло, да, служба поддержки Эшкерп Краков. Следующий комментарий от Ромео. Я все еще жду, чтобы на эсминце была ВССЗ Тиан, которая будет поддерживать дайвера в скобочках меня. Весь экипаж твоего эсминца уже поддерживает тебя в самом главном намерении – распространении управляемой демократии. И последний на сегодня комментарий от Сергея Ершова. Просто им надо сделать, чтобы стерилизатор оставлял облако на несколько секунд, как огнемет, поджигающий землю. И этого будет достаточно. Им можно будет зонить, а не просто пшекать, как сейчас. Поддерживаю, достаточно интересная идея. Это бы позволило дольше воздействовать на врагов и усилить стерилизатор, при этом сохранив его первоначальную задумку. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой эцкодесантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.